После трагической гибели жены миллионер Ричард Хадсон, основатель крупной технологической корпорации, остался один со своими 6 дочерьми в огромном доме на окраине Сиэтла. Просторный особняк, который когда-то был наполнен жизнью и шумом семейных вечеров, постепенно превратился в место тяжелой тишины. Сам Ричард не мог избавиться от чувства вины и беспомощности, наблюдая, как каждая из его дочерей по-своему переживает потерю матери и медленно разрушается под тяжестью горя. Попытки найти няню или помощницу для детей заканчивались провалом. За короткое время из дома ушли десятки сотрудниц. Их пугали постоянные истерики, странные выходки и сложное поведение девочек, которые не могли справиться со своей болью и бессознательно направляли ее против окружающих. Дом словно сопротивлялся любому человеку извне. Старшая дочь, Оливия, взяла на себя роль хранительницы памяти о матери. Она болезненно реагировала на любое изменение в доме и держалась холодно и враждебно. Близнецы Хейли и Лили превращали внутренний хаос в опасные игры и шалости. Скарлетт страдала от постоянной тревоги и вырывала у себя волосы. Эмма просыпалась по ночам от приступов паники и долго не могла успокоиться. Маленькая Грейс снова начала мочиться в постель, а 3-летняя Мия почти полностью замкнулась и перестала говорить. Когда агентства по подбору персонала окончательно отказались отправлять кого-либо в этот дом, Ричард оказался в отчаянии и согласился нанять человека без рекомендаций. Так в особняке появилась Эмили Брукс, скромная уборщица из небогатого района города. Она училась в колледже на факультете детской психологии и сразу дала понять, что не обещает чудес, а лишь будет честно выполнять свою работу. Эмили не пыталась навязать детям правила и не требовала доверия. Она просто занималась повседневными делами. Убирала комнаты, готовила еду, спокойно присутствовала рядом и внимательно наблюдала. Девочки проверяли ее терпение самыми разными способами. На нее выливали воду, подбрасывали игрушечных насекомых, устраивали беспорядок, провоцировали и игнорировали. Однако она не повышала голос и не пыталась заставить их быстро измениться. Она не стыдила за мокрые простыни, не запрещала плакать и не торопила их переживания. Со временем стало ясно, что ее спокойствие не случайно. В подростковом возрасте Эмили пережила собственную трагедию — потерю младшей сестры во время пожара. Этот опыт научил ее относиться к чужой боли без осуждения и страха. Постепенно атмосфера в доме начала меняться. Мия впервые за долгое время произнесла слова. Эмма научилась справляться с приступами паники. Скарлетт стала меньше поддаваться тревоге. За ужином семья начала чаще собираться вместе. Вечера стали спокойнее, а в комнатах снова появлялись звуки музыки и тихие разговоры. Даже Оливия, которая дольше всех сохраняла холодную дистанцию, начала постепенно менять свое отношение. Она поняла, что Эмили не пытается стереть память о матери, а помогает всем научиться жить с этой памятью, не разрушая себя. Со временем между Эмили и Ричардом возникло взаимное чувство, но она сознательно не позволила ему перерасти во что-то большее. Для нее главным оставалось благополучие девочек, и она не хотела, чтобы личные отношения усложнили их восстановление. Именно это решение окончательно разрушило недоверие старшей дочери. В один из самых тяжелых моментов, когда Оливия оказалась на грани отчаянного поступка, именно Эмили сумела поговорить с ней о боли и утрате спокойно и без давления. Этот разговор стал поворотной точкой. Со временем работа Эмили превратилась в настоящее призвание. Она стала официальным терапевтическим сопровождающим семьи, а спустя несколько лет открыла в Сиэтле центр помощи детям, пережившим потерю близких. Дом Ричарда Хадсона уже никогда не стал таким, каким был прежде. Но он снова наполнился жизнью. Прошлое осталось частью семьи, однако для него нашлось новое, более тихое и светлое место. Именно так постепенно пришло настоящее исцеление.